Ну что, снова за рыбу деньги. Короче, ребят, вот выпустил видео 8К, вот этот вот H96 Max M9S AI, и говорю, что там, ну блин, он практически не работает, этот самый искусственный интеллект, на дорисовку, на мемс и на все остальное. Мне там посыпались комментарии. Ты ни хрена не понимаешь, все там работает, и тут у меня закралась такая мысль, а все ли там действительно работает, или может я где-то ошибся. Но нет, перепроверил, и я вам скажу, я понял, в чем вопрос тех людей, которые пишут комментарии. Дело в том, что мы пишем тесты, у меня есть все оригиналы этих видео. Вы что думаете, что у меня нет оригиналов записи, или мне ничего предъявить и сказать, что оно действительно не работает? То есть вот у меня есть, где он там, H96, вот он, красивый у меня, вот он, даже сэмплы записаны. Вы что думаете, что их нету, даже вот они записаны, то есть у нас дисплей, вот мы включали AIPQ, AI MEMS, вот этот вот весь тест с тест режимом, шли обратно в YouTube, то есть ребятки, мы все это делали, у нас все задокументировано, мы документируем каждый шаг, каждый шаг. И вот конкретно 480p, это уже с AI SAR. Давайте я выключу там звук, чтобы не было. И вы хотите сказать, что вот это вот 4К апскейлинг? То есть, ну, мы с вами видим. Я вам объясню, в чем проблема и в чем вы все ошибаетесь. То есть, вы хотите сказать, что это апскейлинг. Вот он, вот такой вот, да? И давайте посмотрим оригинальный. У нас есть записанный 480p без AI SAR. Ну, давайте посмотрим, что у нас там получилось. Что? Ой, боже, да это же то же самое. Ай-яй-яй, а как так-то выходит? А я вам объясню. Дело в том, что каждый из вас, когда смотрит свой ТВ-бокс, он имеет еще такую вещь, как телевизор. А телевизор имеет свою постобработку. И для того, чтобы определить, работает по-настоящему или нет, или что-то телевизор нарисовал в каких-то моментах, то нужно иметь хотя бы какое-то оборудование. Оборудование, которое без постобработки пишет чистый сигнал. Теперь смотрим. Заходим. Вот, чтобы вы понимали, как на M-Logic это видно. Ну, давайте на M-Logic посмотрим, как это видно на M-Logic. То есть на M-Logic 480p, ну давайте посмотрим, вот слева 480p, а вот это на 905x5, где, в центре вот у нас 480, давайте чуть перемотаем, чтобы было видно на листьях, вот это дорисовывает, вот это вот дорисовывает. А то, что там рассказывать, ну вот смотрите, это конкретно разница, где видно. Это конкретно разница, где видно. А в чем же ошибка? Я вам объясню. То есть вы каждый раз, смотря через свой телевизор и пытаясь определить на телевизоре, который дорисовал, это, кстати, еще и по мемсу сейчас пройдемся. То есть к тех, кто говорит, у меня есть возможность вытащить кадр, необработанный. Вот я вытащил кадр необработанный, и мы сейчас с вами пойдем и посмотрим конкретно на этот кадр вблизи. Давайте откроем в Paint. И что мы видим? Вот оригинальный 3840 на 2160. Вот он, вот тут вот, да? То есть мы видим эту четкость. Мы видим вот этот вот трэш, который есть у нас. То есть на чем здесь? Вот это вот 480p, вот это что? Это AISA. Это AISA. Работает. Пускай он у вас работает. Слава богу, покупайте. Вот я предлагаю тем, кто кричит, что Rockchips его AI-SAR это топ, пожалуйста, отпишитесь от моего канала. Не несите эту пургу. Вот это вот AI-SAR 4К. Здесь написано, что оно в 4К переделывает. Сейчас оно даже source не определяет правильно. А когда вы мне говорите, оно с 1080p подхватывает, нафиг оно вообще на 1080p надо? 1080p, смотрите, я забыл, в оригинале тут же нельзя смотреть, потому что на этом ТВ-боксе H96 M9S нет автофреймрейта с переключением разрешения, чтобы посмотреть в оригинале. Ну нет его там, не завезли. А теперь выплывает. Мне один пишет, там вот это вот лица, там где там классный такой вот штука, которая дорисовывает лица при низком разрешении. Нет, ребят, там указано скинтон. Это значит, он корректирует только лишь цвет кожи. Ребят, то, что вы видите, и то, что корректируют ваши телевизоры, это две больших разницы. В оригинале это выглядит не так. Купите карты захвата, купите платы захвата и посмотрите, как это выглядит в оригинале. А теперь мемс. А ну-ка расскажите мне, а как же мемс-то они делают?
если у них 60-герцовая развертка, блин, сигнала выходного. Они как? Вот даже телевизорам необходимо 24 кадра для красивого мемс, потому что они берут 24 кадра, раскладывают его, там, грубо говоря, 24, умножают на 1000, потом делают из него либо 120, либо ну, на 120 вообще переделывать не надо, либо 60, делают из него 120, потом делят пополам и, грубо говоря, при раскадровке имеют нормальную картинку вот, по типу вот этой мыльной оперы. Здесь нет этой мыльной оперы. Ну нет, ну не убирает он на японке дрожание. Скажите мне, что он убирает. Не ваш телевизор. Возьмите карту захвата и запишите, что японка конкретно. Давайте, у меня она же записана, да, где-то. Я же ее тестировал. А ну-ка смотрим. Вот же она, наша японка. И это в оригинале. Вот она, где она? Она с джадер эффектом. Конкретным джадер эффектом она работает. Нету там мемса. Это все записано. Посмотрите на него, она не раскладывает кадры. Нету четкого кадра. Вот и все. А потому что там нет АФРа. Он не берет 24 кадра. Он берет 24 кадра, всунутые в 60, где уже стробит. Потому что если вы не знаете, как устроен автофреймрейт, то 24 кадра не кратно 60. Вот в чем проблема. И он раскладывает неправильные кадры. И те же самые неправильные кадры складывают в неправильное изображение. Мемс говно. Вот то, что исправляет ваш телевизор, это вообще радует, что у вас хороший телевизор. В остальном все. Хотите поспорить, покупайте карты захвата, выкладывайте видео, будем спорить. Но вот, это не AI SAR и не AI MEMS. Докажите обратное. Все, аривидерчи.